Привет! У тебя слабый комп, не тянет FL, тупит и трещит? Сейчас я покажу, как настроить его и что нажать. Вперед! И для начала нужно проверить, не стоит ли у вас какой-нибудь сберегающий режим в настройках электропитания. Проверить это можно тут. Должно стоять высокая производительность. Также эту настройку можно найти в панели управления. Пуск, панель управления, просмотр мелкие значки, электропитание. Далее проверим нашу разрядность Windows и правильно ли вы запускаете разрядность FL Studio. Заходим в пуск, правой мышкой кликаем на «Мой компьютер», нажимаем «Свойства», ищем тип системы. То же самое можно сделать и на рабочем столе. Кликаем правой мышкой на «Мой компьютер» и нажимаем «Свойства». Если у вас система 64 бит, то EFL нужно запускать 64-битную. Ну а если 32-битная, то тогда запускаем обычную. С этим разобрались. Переходим в FL. Сразу открываем Options, то есть настройки. Далее Audio Setting. Проверяем Sample Rate. Должно быть 44100. Далее выбираем Device, FL Studio ASIO. Потом нажимаем «Задержка буфера» и выбираем 1000 или 2000. Конечно, лучше ставить меньше, но если FL Studio сильно трещит, то попробуйте повышать, пока треск не пропадет. Приоритет ставим высокий, но если FL Studio часто будет зависать и вылетать, то поставите нормальный. Safe Overload. По умолчанию опция включена. Если нет, то включайте, если у вас часто зашкаливает загрузка ЦП. Playback Tracking. Ставьте или драйвер, или миксер. Это влияет на ровность движения нашего зеленого ползунка. Если он не отстает и не дергается, ничего не меняйте. Опция Align Tick Length устраняет неполадки с плагинами, которые щелкают или шумят. Ставьте, если такое наблюдается, если нет, то лучше не включать. Остальные опции выставляйте, как у меня. Далее заходим в генеральные настройки и выключаем все визуальные эффекты, анимации и сглаживания. Анимация. Выставляем Don't Distract Me, то есть не отвлекать меня. Сглаживание выключаем, тянем влево. Ультра-сглаживание тоже. Остальные настройки можете поставить, как у меня. Есть еще одна опция, которая часто спасает в FL Studio. Это автосохранение. Заходим во вкладку «Файл», выберем регулярно каждые 5 минут. Поверьте, вы меня вспомните. Сразу покажу, где эти бэкапы сохраняются. Закрываем настройки, заходим в «Файл», нажимаем «Открыть» и ищем в FL Studio папку «Data». В ней лежат ваши бэкапы. Папка так и называется «Бэкап». В FL Studio есть еще одна супер опция, которая помогает отключить все неиспользуемые в данный момент плагины, что практически всегда спасает и дает возможность дальше работать в проекте. Находится она тут. Инструменты, Tools, Macros и нажимаем на switch Smart Disable for All Plugin. Нажимайте на нее, если у вас в проекте много плагинов. Также очень сильно освобождает процессор рендеринг дорожек. Выберите одну из дорожек, которая сильно грузит ЦП, и сохраните ее в виде WAV файла. Закиньте этот файл обратно и удалите все плагины, которые висели на этой дорожке. Процессор перестанет загружаться, и вы сможете продолжить работу. На этом у меня все. Ставьте палец вверх, если было полезно, ну и не забудьте подписаться. Крутых треков вам, пока!